Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет быть с вами? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. У вас проигрывается, знаете, вот вы прошли уже эту ситуацию, которая называется любовный треугольник. Причем это такой треугольник, который заставил вас очень и очень сильно страдать. У кого-то может проиграться, что вы либо неожиданно узнали о другом мужчине, у кого-то это проигрывается, что женщина каким-то очень нехорошим, болезненным образом могла такую вот свинью подсунуть, да. Причем вы даже, может быть, пытались поначалу как-то отвлечься, может быть, ходить куда-то на какие-то там тусовки, посиделки, где-то в компаниях, да, как-то забыться, отвлечься, но это не получалось. У вас все равно как-то вот настолько вам было вот именно плохо после такого вот предательства, да, по-другому здесь никак не назовешь. Да, вас пытались как-то вот спасти ваше окружение. У кого-то это родственники, у кого-то друзья, коллеги могли советовать. Вам очень тяжело давался этот момент вот именно расставания, вот какой-то первый период после вашего расставания. Причем он нас оставил много чего, знаете, вот много, может быть, тайн даже оставил. У некоторых из вас может проигрываться, что вы какие-то моменты до конца не узнали, вот даже по поводу ваших отношений, что произошло, почему, как, вот какие-то, пусть даже небольшие моменты, но от вас скрыли. И теперь у вас остались какие-то вот, непонятки такие по некоторым вещам. Так, знаете, вот бывает, вот, за что? Почему ты со мной так поступила, да? Вот бывает еще так. Что я сделал не так? В чем я провинился, может быть? Так, вот сейчас у вас, да, вот, жизнь, я не могу сказать, что вы прям отшельник, нет. Вы, в общем-то, общаетесь, у вас есть с кем общаться, и друзья, приятели. Даже я могу сказать, что некоторые из вас уже пытались заводить какие-то романы, да, пытались как-то устраивать отношения, но я думаю, это были скорее скоротечные какие-то отношения, скоротечные были, да. Потому что когда еще не отболело, да, когда вы не успокоились от прежнего предательства, то, я думаю, вряд ли у вас бы получились стоящие отношения, стабильные. Я об этом уже говорила неоднократно в разных своих видео. Кто, может быть, не слышал, то посмотрите мои прежние видео, предыдущие. Итак, смотрите, вы очень такой, знаете, почему-то вы в последнее время, наверное, ориентированы также очень сильно на работу. Очень сильно ориентированы, работы, может быть, и больше стало, но и в то же время вам зарплату подняли, да? Либо же как-то вот подработку вы нашли, что у вас и по финансам стало лучше. Даже может проигрываться, что именно после расставания с женщиной у вас могли улучшиться финансы. С поездкой может быть связана работа, да, вот именно либо же вы за рулем, либо куда-то просто ездите часто, это и командировки могут быть в том числе. Так, давайте-ка теперь посмотрим, кто же хочет быть с вами, да? Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад? Так, снова нам падает, да, вот женщина, которая связана как-то с вами по работе. Вот где-то вы пересекались, то есть вы знакомы с этой женщиной. Причем она такая активная, я бы сказала, такая она с характером, она целеустремленная, но в то же время она очень ревнивая дамочка. Вот даже сейчас вот у вас с ней нет отношений, но она вот, допустим, видит, что кто-то другой из женщин с вами общается, и она безумно ревнует. Вот такая она, знаете, ревнивая ужасно. Она еще очень такая любящая командовать, я вам скажу.
Она такая дама, которая любит застраивать. Вот она любит, знаете, вот указывать, вот ты не так сделал, ты и то не так, и это не так. Ну, какой-то у нее такой вот противный характер, я бы вам сказала, честно. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше. Мне прям интересно уже, что же это за дама такая непростая. Причем я вам скажу, у вас не могла когда-то вот проигрываться, ну, по каким-то рабочим моментам какая-то перепалка. Какая-то либо легкая небольшая ссора, либо же спор какой-то по таким, ну, по рабочим моментам, я имею в виду, да, не грандиозный какой-то скандал, нет. Но вот были почему-то вы злой на нее. Она очень такая любящая манипулировать людьми. Она очень активная, коммуникабельная, да, несмотря на то, что она такая вот мужичка, да, грозная. Но тем не менее, вот в ней что-то есть такое, знаете, что к ней почему-то тянутся люди. И потянетесь вы в том числе. Вот как-то она сумеет так проманипулировать, да, вами. Она сумеет вот, ну, привлечь вас. Знаете, как это умеют женщины? Кто-то улыбнется, кто-то моргнет, кто-то слово за слово. А если по работе, так это вообще расплюнуть, как говорят. Так, давайте-ка теперь посмотрим, как же она к вам относится еще, да? Ну, нравитесь вы, не нравитесь. Чего же она хочет от вас, да? Так, а хочет она любви. Вот она просекла, смотрите, она каким-то образом, ну, если вы, допустим, как-то по работе соприкасаетесь, то, в общем-то, там информация быстро расходится. Ну, то есть она знает, что вы мужчина свободный, она считает, ну, а может быть, и по вам это видно, да, может, по грусти какой-то в глазах, вот. Видно, что вы, ну, не очень счастливый человек, да, вот, ну, такой бывает потухший взгляд, грустное выражение лица, ну, то есть женщины, как правило, чувствуют, когда мужчине плохо. Мы вообще, дамы, очень интуитивный народ. Она, вот, знаете, помимо того, что вы ей очень понравились, она захотела вот как-то вот ближе с вами пообщаться, но уже не по работе, а вот именно как пара, да? Но она не знает, как ей это сделать. Она вот после каких-то ваших трений, она понимает, что вы можете либо отшить ее, да, ну, либо не захотеть вообще общаться. Может быть, она не понравится как женщина вам, да. Хотя на самом деле любовь-то у вас появится, у вас будет любовь. Тут уже как-то ситуация поменяется. Вот вы с ней сблизитесь, и она станет более кроткой, потому что, ну, я думаю, она будет все-таки сильнее влюблена в вас, чем вы. Она станет более такой покорной, более кроткой какой-то. А вы уже такой, знаете, вот как «Властелин колец», такой вот мужик настоящий, который держит ситуацию у себя в кулаке. Больше будете, наверное, холодности проявлять, да? Давайте-ка уточним, а почему вы будете проявлять холодность к ней? Я вам скажу, это будет только поначалу, потому что вот у вас то ли как-то вот оно отложилось, что у вас были стычки с ней, и вы будете так как-то держать поначалу дистанцию, что да, это несерьезно, да, зачем она нужна, да, это так. Но потом, я вам скажу, и ваше отношение к ней потеплеет. То есть у вас оно будет как-то постепенно, вот сближение это происходить. Она не сможет вот взять и захомутать вас. Нет, это не получится. Как бы она ни старалась, как бы она там поначалу не пыталась проявлять инициативу, ну как-то вот вы будете все равно более так сдержанно к ней относиться. Так, что же будет дальше? А дальше, смотрите, а дальше вы где-то вот пересечетесь с вашими то ли друзьями, вот, да, либо коллегами, ну, какие-то знакомые, близкий ваш круг общения. Вы где-то пересечетесь в тот момент, когда вы будете идти вместе с этой женщиной. И вам
вот эти вот ваши друзья-приятели, они вам потом скажут: ой, какая, ну, допустим, там классная женщина с тобой шла, где ты такую красотку нашел. Если это по работе, допустим, да, кто-то вас, коллеги, увидят, то тоже начнут подкалывать, ну, подкалывать по-доброму так. Ой, как тебе повезло, она классная, ну, что-то такое, да, приблизительное говорю. Ну, то есть какой-то комплимент скажут по поводу вот этой вот вашей новой женщины. И вот почему-то после этого вы как будто, знаете, вот взглянете на нее другими глазами. После этого вы начнете больше ее уже рассматривать как постоянную партнершу. Вот знаете, как будто вот в вас посеют зерно любви какой-то. Постепенно вот росточки эти начнут расти, росточки любви. Если поначалу она как-то вот запала на вас, то теперь вот после вот этого комплимента вашего окружения, теперь уже вы начнете рассматривать ее, ну, буквально под микроскопом, да, и вам будет казаться все больше и больше, какая она классная. В принципе, у мужчин, как бы, да, с точки зрения психологии, у мужчин есть такая потребность, чтобы окружение одобрило ее женщину, да, вот, ну, вы своего рода так немного как бы хвастаетесь, вот, посмотрите, какая у меня женщина. Напишите, кстати, в комментариях, есть такое или нет, но мужчина должен гордиться своей женщиной. Ведь приятно же, когда вы, допустим, даже в компании где-то, да где угодно, вот вас встретят с женщиной, и вы можете смело гордиться, да, вот с какой вы там красоткой идете, там, фигуристой и так далее. А совершенно другое дело, вот если бы вы шли там с какой-то серой мышкой, на которую бы все плевались и говорили, где ты ее нашел, да, зачем она тебе нужна. Ну, то есть такая ситуация довольно важна для мужчины, когда именно вот окружение, да еще если и близкое окружение одобрило, это вообще святое дело. То есть у вас будет оно как-то развиваться. Сначала она, получается, будет больше проявлять вот интереса, больше как-то, ну, первые шаги делать, больше проявлять внимание вам, может быть, даже звонить чаще будет. А дальше уже постепенно, да, вот после комплимента окружения, то уже вы возьмете все вот как бы в свои руки. Уже вы взглянете другими глазами на нее, и вам захочется, ну, что-то для нее сделать. Вот уже как мужчина с позиции сильного мужчины, у которого есть отношения, у которого есть любимая женщина. Потому что до этого, ну, как-то, ну, не воспринимали вы ее особо. Так, давайте-ка посмотрим, в что же перейдут эти отношения, к чему оно вообще будет все идти. Ну, конечно же, вот эти терки, которые были между вами, они останутся глубоко, далеко в прошлом. Потому что чем больше вы будете общаться, чем больше вы будете сближаться, да, и снова у нас выпала вот десятка кубков, которая неоднократно у нас выпадает в раскладах. Именно вот она говорит о том, что эти отношения перейдут совершенно в другое русло, когда люди сближаются, когда у людей есть чувства, именно взаимные чувства, когда у людей есть комфорт, ну, то именно то самое состояние счастья, да, вот которые все ищут, все так ждут этого состояния влюбленности, вот как у нас здесь на десятке кубков, да, мужчина и женщина бегут друг другу навстречу. Такое вот, знаете, теплое, переполненное эмоциями чувство. То есть эти отношения, которые поначалу будут вам казаться, ну это вообще непонятно что, непонятно кто, может быть так немного за романию, а там посмотрим. Они перейдут вот в такую вот фазу, да, в фазу любви, гармонии, счастья. Когда, знаете, вот хочется летать на крыльях любви, когда глаза сияют, когда все вокруг говорят, ты что, влюбился, да? Ну, то есть это настолько суперское такое вот состояние, потрясающее состояние, которое я вам всем желаю. Да будет так. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
И всем пока!